Доброго времени суток, мои дорогие зрители! Рада вас видеть на своем канале! Сегодня я приготовлю вот такой красивый торт. Это мой авторский рецепт. Я вдохновилась корейскими кулинарами на ютубе, увидела много красивых видео и решила придумать что-то свое. Я видела много блинных тортов, но такой синий торт с синим чаем я не встречала. Этот торт из блинов, которые делаются на основе молока и чая анчан. Чай анчан или синий тайский чай, или еще его называют чунгшу, это чай по сути растение под названием бабочка-горошек. Внешне оно похоже на ирис. При заваривании дает насыщенный синий цвет, за что и полюбился кондитерами. Желейная заливка для торта также сделана на основе чая анчан с добавлением сиропа блю курасао. Ну что ж, давайте быстрее начнем. Но перед этим обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Мне очень интересно ваше мнение по поводу этого рецепта. А также поделитесь этим рецептом со своими друзьями, я думаю, им будет интересно. Начинаю я из приготовления блинов. За основу я буду брать свой проверенный рецепт тонких блинов. Он есть в описании под видео, можете посмотреть. Но вместо литра молока я взяла 500 мл молока и 500 мл крепкого чая анчан. Также я увеличила количество сахара до 5 столовых ложек с горкой, так как все-таки этот торт он должен быть слаще, потому что сами тонкие блины, они имеют нейтральный вкус, а нам нужен сладкий. Вот такое тесто должно получиться, нежный голубой пастельный оттенок. Итак, жарю блины, у меня получилось их штук 15, сковородка моя диаметром 24-25 сантиметров примерно. Зажаривать блины сильно не нужно, наша задача сохранить максимально цвет. А пока блины стоят в сторонке и остывают, я приготовлю крем. Для приготовления крема я взяла 700 мл сливок, взбила их с сахарной пудрой 250 грамм до стойких пиков. Затем я взяла 850 грамм сыра маскарпоне, пробила его немного миксером и добавила к сливкам. Все хорошо еще раз перемешала. Обращаю ваше внимание на то, что маскарпоне сам по себе очень жирный, поэтому взбивать долго его не нужно, потому что из него начнет выделяться жир, как бы расслаиваться. Крем по этому рецепту получается средней сладости, поэтому вы можете сами регулировать сахар, то есть вместо 250 грамм сахарной пудры добавьте 300. В общем, ориентируйтесь на свой вкус. Крем готов, блины остыли, я приступаю к сборке торта. Для этого я взяла кулинарное кольцо и выставила диаметр 24 см. Блины нужно ровненько сложить стопочкой и обрезать все края. Вы же можете это сделать крышкой от кастрюли или тарелкой подходящего диаметра. Конечно, кулинарным кольцом проще, но не у всех есть такое. К слову, я рекомендую иметь такое кольцо в своем инвентаре, это прямо must have. Изначально я не знала, какой высоты у меня получится торт, поэтому я решила сделать стенки формы выше. Для этого существует специальная ацетатная пленка, с ней проще работать, но у меня ее не было, поэтому я смастерила это из папок скоросшивателей. Вот таких папок у меня ушло 2 штуки. Итак, я промазываю все блины кремом. Под первый блин подложку из крема делать не нужно, потому что он и так прилипнет к тарелке и будет хорошо сцепливаться. Так нужно сделать со всеми блинами. Промазываем все достаточно толстым слоем крема, но оставляем под конец 50-70 грамм крема для желирования. Приступаю к приготовлению белой заливки из крема. Для этого я замочила 1,5 листа желатина, добавила 5 столовых ложек молока и 4 столовых ложки сахара. Добавляю это к крему, все перемешиваю. Нужно убедиться, что желатин полностью растворился. И заливаю верх торта. Оставляю торт в холодильнике примерно на 30-40 минут до застывания белого слоя. А пока белое кремовое желе застывает, я приготовлю голубую заливку. Замачиваю 6 листов желатина с синим холодным чаем из общей массы. Жду 5-6 минут, пока оно набухнет. Тем временем я нагреваю чай, чтобы он стал хорошо теплым, вливаю сироп блю курасао и всыпаю сахар. Полностью растворившийся желатин я выливаю обратно в чашу, все хорошо перемешиваю и убеждаюсь, что весь желатин и сахар растаяли. Оставляю голубую заливку остывать в сторону, а пока начну выкладывать голубику поверх торта. Начинаю заливать ягоды в 2 этапа. Вначале нужно залить ягоды так, чтобы образовался очень тонкий слой под ними. Если я залью сразу всю заливку, то ягоды просто всплывут. Заливать нужно крайне аккуратно, вот так по краюшке ножа, чтобы не растворить белую подложку под ягодами. Ставлю в холодильник до застывания примерно на 30 минут. И вот первый слой застыл, и я начинаю вливать остальную заливку.
Если на поверхности образуются пузырьки, вы просто аккуратненько полопайте их ножом. Оставляю свой торт минимум на 10 часов в холодильнике. Торт хорошо застыл, я отделяю кулинарное кольцо и вот так прохожусь феном по стенкам пленки, чтобы она хорошо отстала. Для меня это самый лучший способ отделения пленки от желе, но здесь главное не перестараться, чтобы желе не начало течь. Для уверенности я прохожусь тонким ножом между пленкой и желе, чтобы наверняка отстал каждый кусочек. Делать нужно все аккуратно, ювелирно, никуда не спешим. По-моему, желе уже отцепилось от пленки, и вот, пожалуйста, та-дам! Я сняла без проблем. На мой взгляд, получилось очень хорошо, желе везде целое, коржи прекрасно выглядят. Приступая к приготовлению декорирования торта, я взяла белый шоколад, растопила его и вот делаю вот такие красивые мазки. Это будут будто капли или волны. Шоколадные узоры я оставила в холодильнике минут на 10, они застыли. Я их отцепляю от пергамента и накладываю аккуратно на торт. Опытные кулинары знают, что шоколад очень хрупкий, то есть нужно работать медленно, не спешить. Вот таким кулинарным шпательком работаем и выкладываем аккуратно на поверхность желе. Сверху на шоколадные лепестки я положила ягоды голубики, и в каждую ягодку я вместила такую серебристую жемчужинку, получилось очень симпатично. Также фантазийно раскидала по краям, и получилась вот такая красота. Торт, что внешне, что на вкус, получился очень нежным, неприторным, приятный сливочный вкус, невероятное сочетание блю-курасао и синего чая, интересный оттенок дает вкусу. Я считаю, стоит приготовить такую красоту, и на самом деле это не настолько сложно, как кажется. Самая энергозатратная часть приготовления заключается лишь в выпечке блинов. Все остальное делается быстро и не требует никаких суперзатрат. Такой торт смело можно готовить на какое-то торжество, на день рождения, на крещение, на помолвку. Он будет выглядеть очень нарядно, необычно и экзотично. Если вам понравилось мое видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Вас ждет еще много чего интересного. Также не забудьте поставить лайк под этим видео. Вам не сложно, мне приятно. Всем приятного аппетита. Пока-пока!